Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня будем с вами печь хлеб. Да не простой, а легендарный бородинский. Тот самый сладковатый, с характерной кислинкой заварной хлеб на ржаной закваске. Для многих этот хлеб был и до сих пор остается самым любимым. Готовят его в 4 этапа: закваска, заварка, опара и тесто. Но обо всем по порядку. С вечера необходимо подкормить закваску и приготовить заварку. Для закваски соединяем 70 граммов ржаной материнской закваски и 70 граммов воды комнатной температуры. Слегка смешиваем и добавляем 70 граммов ржаной цельнозерновой или обдирной муки. Все тщательно перемешиваем. Накрываем пленкой или пакетом и оставляем на столе до утра. Если у вас уже есть достаточное количество готовой ржаной закваски, то этот этап можно пропустить. У меня на канале есть пошаговое видео с выведением ржаной закваски. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку оставлю в описании под видео. Также с вечера надо приготовить заварку. В небольшой емкости смешиваем 80 граммов ржаной обдирной муки, 25 граммов темного ферментированного солода и 1,5 чайной ложки молотого кориандра. Это 6 граммов. Все перемешиваем и вливаем 250 граммов кипятка. Массу растираем до однородного состояния без комочков, накрываем крышкой и убираем в духовку, разогретую до температуры 60-65 градусов на 2-2,5 часа. Затем духовку выключаем и оставляем в ней остывать заварку до самого утра. К этому времени она полностью остынет. Этот процесс называется осахаривание, когда ферменты солода перерабатывают крахмал в сахар, благодаря чему хлеб получается сладковатый. Прошла ночь, и сейчас приготовим опару. Вот как хорошо поднялась закваска. Отправляем ее в чашу, в которой будем замешивать тесто. А вот так выглядит заварка. Густая и при этом мягкая, липкая и очень ароматная масса. Ее температура примерно 30 градусов. Выкладываем ее к закваске. Добавляем 50 граммов воды комнатной температуры и все тщательно смешиваем, чтобы в готовом хлебе не было непромесов. Используйте для этого деревянную или металлическую ложку или тестомес. Отдельно смешиваем 170 граммов ржаной обдирной муки и полграмма дрожжей. Если у вас свежие прессованные, то их надо взять 1,5 грамма. Это буквально горошина. И растворить в воде, которую влили чуть раньше. Если вы абсолютный противник дрожжей, пропустите этот ингредиент. Хлеб по ГОСТу можно готовить как с добавлением дрожжей, так и без них. Всыпаем муку в чашу и вымешиваем однородное вязкое тесто. Чашу накрываем пленкой или крышкой и отправляем в теплое место для подъема на 3-4 часа. Как правило, для этих целей я использую духовку с включенной лампочкой, температура в которой 28-30 градусов. У меня прошло 3 часа. Вот так подошла опара, и сейчас окончательно замесим тесто. В небольшой миске соединяем 20 граммов темной мальтозной патоки, 80 граммов воды комнатной температуры, 30 граммов сахара и 10 граммов соли. Размешиваем до полного растворения соли и сахара. Если у вас нет патоки, замените на такое же количество меда. Вот такая рыхлая воздушная опара. И чем сильнее она подошла, тем лучше получится хлеб. Добавляем в опару жидкие ингредиенты и вымешиваем. Всыпаем 100 граммов ржаной обдирной муки и 75 граммов пшеничной муки, желательно первого или второго сорта. У меня такой нет, я беру муку высшего сорта. Окончательно замешиваем тесто. Вам может показаться, что муки много и оно слишком густое, но длительный замес тут не нужен. Достаточно просто добиться однородной консистенции. В результате должно получиться очень вязкое, липкое тесто. Накрываем его пленкой и снова убираем в теплое место на 30 минут.
Тем временем подготовим форму. Если будете выпекать хлеб в форме L10, то этого количества теста хватит на одну форму, которую необходимо обильно смазать маслом и даже присыпать мукой, или выстелить ее силиконизированной бумагой для выпечки. Если у вас маленькие хлебные формы, тогда разделите все тесто на 2 формочки. Прошло полчаса, и вот так хорошо подошло тесто. Далее с помощью скребка или мокрыми руками извлекаем тесто из чаши. Слегка его округляем. И укладываем в форму. Мокрыми руками утрамбовываем тесто по всему объему формы, чтобы не осталось пустот. А затем влажной силиконовой лопаткой разглаживаем поверхность. Сверху посыпаем целыми или дроблеными семенами кориандра и слегка их прижимаем, чтобы после выпечки они не ссыпались с хлеба. Накрываем пакетом и убираем на расстойку примерно на 1,5 часа. Время расстойки будет зависеть от температуры окружающей среды, силы закваски, качества муки, а также наличия или отсутствия дрожжей в рецептуре. Хорошо подошедший хлеб отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем первые 10 минут с паром при температуре 250 градусов на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции. Затем понижаем температуру до 200 градусов и на том же режиме выпекаем еще 50-60 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки. Готовый хлебушек достаем, извлекаем его из формы. Снимаем бумагу и перекладываем на решетку до полного остывания. А вот, друзья, я испекла еще одну буханку хлеба по этому рецепту в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой. Конечно, этому хлебу надо бы дать еще 10-12 часов для окончательного созревания. Но я все же хочу показать вам результат спустя всего 3 часа после выпечки. Вот такой красавец у нас получился. Тот самый бородинский хлеб из детства. Тонкая хрустящая корочка, мягкий, более нежный, чем у незаварного хлеба мякиш. Вкус, свойственный бородинскому ржаному заварному хлебу с ясно выраженной сладостью, легкой кислинкой, с бесподобным привкусом и ароматом кориандра. Готовьте во благо, и пусть в вашем доме всегда вкусно пахнет свежеиспеченным домашним хлебом. Желаю приятного аппетита! Друзья, если вам понравилось это видео и вы хотите сохранить рецепт, ставьте лайк, пишите свои отзывы и подписывайтесь на канал Коллекция рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!